Так, друзья, всем привет! Сегодня я играл в отвальную лотерею вот с такой китайской рефабной видеокарты 1080 на 8 гигабайт. И я в нее проиграл. Вот. Это для тех, кому коротко и ясно. Значит. Ну, а для тех, кто любит интересные истории, добро пожаловать в это видео. У меня вот только что прям обменялся компьютер, который вот непотребный. Я поменял на видеокарту такую рефабную MLSE, MILS, я не знаю, как МС, как ее назвать правильно. Все она в коробке, тут полный комплект, пакет. Одного вентилятора нет, но я думаю, это не проблема. Вентиляторы на вид прям какие-то простецкие. Я думаю, сюда любую фигню можно, короче, приколхозить. Вот так вот загнуто все, очень аккуратно. То есть, чувак на вид пришел, ну, прям, мам, не горю. Я не знаю, такое ощущение, как будто он... То ли он с работы, и работа у него грязная, то ли он так живет. Это, конечно, не мне вам судить, но сам факт, что видеокарта, на удивление, выглядит достаточно опрятно. Он сказал, что отдавал ее в какой-то сервис. Ему сказали, что надо реболить чип и чинить зону ВРМ. Сейчас я немножко вот это приведу в порядок, сниму систему охлаждения, сделаю какие-нибудь замеры. Вообще посмотрю, что это, блин, даже интересно. Даже интересно, что кроется оригиналом этой доски, что служил. Что служил оригиналом доски. Никогда у меня 1080 не было в руках. И вот я как бы и для контента, и самому посмотреть решил, короче, вот все-таки поменяться. И посмотреть, в чем тут, собственно говоря, дело, блин. Меня еще вот этот момент смущает. Бывает, что даже из-за этого может короткое быть где-нибудь, и видеокарта может не запускаться. В общем, я думаю, что либо у меня два варианта. Либо чувак что-то с ней сделал не так, когда, допустим, компьютер пересобирал. Либо, не знаю. Короче, сейчас посмотрим, все откроем и буду делать какие-то хотя приблизительные выводы и догадки. Так, давайте вместе смотреть. Значит, открыл видеокарту, поднял систему охлаждения. Кто знает, пишите, что это может быть. Блин, чем-то напоминает Asus, вот так мне на первый взгляд. В общем, смотрите, есть царапины на самом кристалле. Но они мелкие какие-то, поверхностные прям. И на краях прям мелкие сколы. Ну, прям все это супер мелкое. Вот уголок чуть подстесан, вот этот верхний. Ну, как будто бы вероятность того, что он с такими повреждениями работает, есть. Сейчас выпрямлю вот эту фигнюшку, планку. Вот эту выпрямлю сейчас, короче. Сделаю замеры тестером. Если по тесту все окей, да, то, значит, попробую ее запустить. Вообще посмотреть, что она показывает. Предохранители посмотрим. Все вам расскажу сейчас. Так, поднял рамочку. Термопрокладки чуть-чуть сопливые. Ну, не пойму, то ли это миненное, то ли эти две миненные. Потом поймешь, может, у меня ничего не минено. Ну, здесь есть следы сопелек. Так, и задний бэкплейт сейчас тоже, походу, сниму. Короче, сразу. Блин, только сейчас понял, что я ничего не снимал. Я просто разговаривал со включенной подсветкой камеры. Короче говоря, все, снял бэкплейт. Значит, бегло визуально посмотрел. Никаких опознавательных знаков я не вижу, что это за основа. Ну, как бы... Вот тут какие-то знаки есть. Наверное, что-нибудь загуглим. Посмотрим, кто... Что это за плата такая за основу взята. Может быть, своя какая-то, конечно. Но китайцы редко так делают. Они обычно перепаковывают платы старые в свежий охлад, как бы свои продают как новые якобы. Ну, короче, плата вроде норм, за исключением потеков. Как будто бы никто ничего не выпаивал. Я вот вообще не вижу следов каких-то пайки. То есть, даже если это китайский рефлап, его, скорее всего, просто... Что тут? Я не знаю, что они с ней делали. Чипы. Микрон. Блин, они все в этом... В силиконе надо, короче, отмыть, посмотреть,
что по чипам. Сейчас, короче, померю сопротивление и дальше расскажу свои мысли. Так, я не знаю, будет вам, насколько вам будет видно, да, вот так тестер положу, более-менее в кадр, вот так карточку положу. Значит, смотрите, питание 12 вольт доп. Питания сейчас. У меня на 2 килоома стоит сопротивление. Сопротивление в норме, как бы. Здесь земля, вот здесь почему-то нет. Здесь земля, тут земля. Ну, возможно, 8-пиновый разъем как-то, это, наверное, сигнальный вот этот провод, блин, не видно в кадре. Короче, сейчас прозваниваю вот этот разъем 8-пиновый. Здесь сопротивление все нормальное. На прозвонку ставлю, значит, тут предохранитель целый. Пищит. Значит, что тут еще? Вот здесь вот по питанию PCI-Express. Вот тут. Вот здесь. В левом нижнем углу, да, для вас. Тоже замеряю, как бы 12 вольт в порядке. 3,3 вольта в порядке. Ну, как в порядке? Короче, да, в порядке. Дифпары прозвонил уже за кадром, тоже все в порядке. Сопротивление памяти 80 Ом. Сопротивление чипа 0,3 Ома. Сопротивление вот здесь, я не помню, что это такое. Здесь. Сейчас померим. 0,8 килоом. Как будто бы по сопротивлениям все нормально. И сейчас попробую ее запустить, в конце концов. И посмотреть, что из этого получится. Термопасту нанесу, термопрокладки скопить старыми. А без жиру единственное, что сейчас все это, чтобы мало ли силикон там куда попал, хотя он не должен быть электропроводящим. И посмотрим, как она себя ведет в компьютере. Придется мучить мой основной компьютер. Ради этого опять будет он страдать, значит, в этих... Блин, тут NextRP у меня тут запущен. Я в УФК там в основном играю. Короче, просто вспоминаю, как выглядит этот чувак. Всякое может быть, конечно, ему, он сказал, заломили за ремонт 12500. Не знаю, короче, может быть, чип в отвале, может быть, память в отвале. Короче, ну, по питанию как будто бы все нормально. И системы ВРМ, ну, так вот, на вид, на первый беглый осмотр, все в порядке. Сейчас, короче, подсоберу ее обратно и попробую включить в своем системнике. Так, в общем-то, блин, не снял. Обезжирил я щеточкой, весь силикон убрал, потекший. Нанес термопасту, вот такую SMP Past Max. Значит, если вдруг мне повезет и видеокарта окажется рабочей, мы будем тестировать на этой термопасте видеокарту. Мне за это, естественно, никто не платил. Ну, камон, у меня 650 подписчиков на канале, кто мне будет платить деньги. Просто говорю, что потом вопросов не было, потому что бывает, что люди там такие тонкости спрашивают. Ну, это так, на всякий случай, вдруг видеокарта заведется. Надежда небольшая есть, потому что по системе питания, ну, как бы никаких вопросов нету. Значит, сейчас все. Обезжирю здесь радиатор и накину, ну, прям в таком виде. А что делать-то? Так, видеокарточка у меня вот тут на месте. Сейчас какой-нибудь HDMI подрубим. Так, HDMI на месте. Ну что, молимся, блин. Так, вентилятор стартанули. Значит, карточка уже инициализируется, как минимум. По крайней мере. Так, подсветочку выключу. О, блин, картинка есть. Интересно, да? Windows загружается. Так, но с драйвером видно, что проблемы. Либо видеокарта с ошибкой 43. Ой, как все тут интересно у меня. Так, у нас свойства, значит, у нас открываем. Диспетчер устройств, видеоадаптер, базовый видеоадаптер. Так, значит, драйвер у нас не алло. Угу. Ладушки, так, что у меня тут есть? У меня тут КПУ вообще какой-нибудь, что-нибудь. Сейчас, может, что-нибудь подтянется. Блин. Крутится, работает. Ryzen мой родной. Вот 1080, пожалуйста.
График карт. Ну, это уже не VRM. Это уже не VRM. Ладно. Сейчас, короче, драйвер накачу. И посмотрим, что-нибудь будет вообще крутиться, работать. Давайте проживем этот момент вместе. Короче, вот мне сайт NVIDIA предложил 581,8. И я посмотрел, у меня как бы на флешечке такой имеется. Сейчас попробуем с флешки установить этот драйвер. Собственно говоря. Там не важно, какая модель видеокарты. Главное, модель драйвера, короче, так скажем. У меня в Full HD, конечно, выставилось. Причем на базовом видеоадаптере. Сейчас посмотрим. То, что... Ой, блин, надо было только это нажать. Ай, блин. Ладно, бог с ним. Короче, будем надеяться, что сейчас оживет, конечно. И, допустим, она где-то, допустим, в стресс-тесте будет отваливаться. Вот это будет следующий этап. То есть, если сейчас видеокарта отвалится, то значит это память. Просто 100% проблема с памятью. То есть, мне сейчас приходится драйвер назад откатывать. У меня последний стоял на 3050 моей с DLSS 4.5. Вот. Но для GTX 1080 надо предыдущий драйвер, который это не поддерживает. Ну ладно, что не сделаешь ради прибыли, так скажем. Блин, ну и пыльно у меня здесь, однако, я вам хочу сказать. Без фонарика так не видно. Ну, слушайте, видеокарта ведет себя так. Блин, вертушка одна восьмерит. Он так ранее. Вот это без лопастей крутится. Вот одна первая нормальная на вид, по крайней мере. Просто... Блин, она сейчас, наверное, долго будет ставиться. А, не, вроде поперла. Короче, просто мне интересно, с чего он взял, что она не рабочая. И, блин, если он написал про зону ВРМ, то он вообще, наверное, в этом не разбирается от слова совсем. Потому что зона ВРМ – это система питания. А мы, как видим, видеокарта по питанию уже работает. То есть, и даже картинку какую-то дает. Но если она дает картинку, то, ну, блин, либо память... Ну, сейчас драйвера поставятся, если она отвалится, то это либо память, либо между памятью и процессором что-то. Ну ладно, что гадать сейчас, короче. Я, паузу поставлю, что время тянуть его. Блин, пока драйвер стоит, с фонарем посветил, такой засранный коврик у меня уже жуть. Сейчас еще пойду его стирать, наверное. Так, картинка у нас пропала. Интересно, почему? Я, блин, динамик еще не включил. Точнее, динамик. Так, и черный экран у нас. Почему? Ну, потому что карта, короче, у нас не карта. Ну, все, короче, теперь проблема ясна, более-менее. Хотя я подожду, потому что бывает такое, что нужно подождать. Как удачный момент этот попал, кстати, когда я решил снять про коврик. Да, на самом деле я уже немножко... Ну, не то, что пересрал, расстроился, потому что надеялся на халяву. И уже думал, что ничего не заведется у меня. Но, как видим, видеокарта определилась. Вентилятор крутится. Панель NVIDIA у нас загружается. Ладно, бог с ней. Короче, сейчас... Блин, что, фурмарк, что ли? Давайте бабахнем сразу. Фурмарк у меня на что-то ругается. График драйвер, что-то там. Апдейт, OpenGL. Туда-сюда, бай-бай. Прикольно. Давайте перезапустим компьютер. Я не знаю. Возможно, придется мне еще раз переустановить драйвера, потому что у меня стояли мои RTX 3050. Но уже... Мне это уже нравится. Хотя в моменте черного экрана я уже расстроился, что мне как минимум придется его попытаться прогреть. Да-да, 10-я серия тоже прогревается. Кто бы мне там что ни говорил. И 1060 у меня была один раз прогрета, и 1030 прогрева один раз поддавалось. Вот. Но это так. К слову, просто сказано. Сейчас, короче, перезагружусь. Попробую, тест какой-нибудь забабахать уже в конце концов. Короче, прогрел чипы памяти. Грею на 400 градусах. Вот так вот. По кругу. Вот сейчас чип еще прогреем на всякий пожарный. Бывает, что нарушение точек, и иногда это спасает. Ну, раз вы видите это видео, значит, что черный экран никуда не пропал при перезапуске
Windows, короче, черный экран остался. Сейчас прогреваем, моем флюс, опять собираем и смотрим, что из этого получится. Ну, мою, конечно же, ее не сразу, так аккуратно. Прямо кладем, максимально прямо. Конечно, по-хорошему надо вот эту планку еще снимать, чтобы видеокарта прям максимально прямо лежала. Не трогаем ее, она остывает в таком положении. Потом отмываю флюс. Кстати, флюс кончился прямо на этой видеокарте. Хватило прям, я вон выковыривал, короче, отсюда. Хватило впритык прямо на нее. И будем смотреть, помогло ли нам это стать чуточку богаче, или просто придется ее продавать как неисправную. Потому что реболить чипы памяти, и тем более видеочип, это мне неинтересно. У меня был опыт с реболом чипов в памяти, но для этого, так забегая наперед, нужен по-любому стол с подогревом, чтобы качество было хорошее. У меня был опыт, и для меня он неудачный, так скажем, потому что у меня нет стола для подогрева. Ну, в общем, такие дела. Ну, в общем, жду остывания, все, собираю назад, собираю назад и будем смотреть. Так, вот видеокарта собрана. Посмотрим, отправил ли я ее совсем в отвальное царство, или все-таки какая-нибудь картинка у нас появится. О, картинка появилась, ребята. Но это еще не означает 100% успеха. Ну тут Windows решила, что она, наверное, установила неправильный драйвер и откатила драйвер именно поэтому. Ну, мы просто перезагрузим компьютер. Именно поэтому, наверное, без драйвера появилась картинка. Да, и сейчас, наверное, картинки не будет, я так думаю. Нет, есть картинка. Интересно, интересно. Становится интереснее, ребята, интригующе, да? Помог ли нам прогрев? Ух! Сейчас там в комментариях, блин, вот эти вот чуваки, блин, строчат по-любому, которые говорят, прогрев на 10 серии GTX не помогает. А знаете, кто вот эту новость в основном трубит? Эту новость трубят мастера-ремонтники. Ну, я не факт, что сейчас, конечно, завелась, но это я так, на будущее. Да, GTX 1080, вы посмотрите на нее. Мастера-ремонтники нам трубят, что ни в коем случае, вы что, GTX 10 серии ни в коем случае не поддается прогреву. Вы что, ребята? Ой, Фурмарк даже пытается запуститься. Нет, нам не нужна новая версия. Run. Нам терять нечего. Посмотрим, сколько градусов у нас будет. Ой, там дросселя свистят. Надеюсь, он не взорвется. 97 FPS, 49 градусов, несмотря на то, что... Опа! Все, мы повисли. Наши... Все. Ну, прогрев помог ненадолго нам, да? Интересно. Все, комп завис. Дросселя перестали свистеть. Перезагружаемся. Ну, блин. Ну, победа была рядом, согласитесь, победа была рядом. Ну что ж, зато у нас картинка есть, драйвера ставятся. Может быть, сейчас и не будет уже картинки. Драйвера ставятся, но она уже в нагрузке вылетает. Нагрузки вылетает, дросселя свистят. Очень все классно, здорово. Не знаю, сейчас, наверное, и картинка пропадет. Наверное, там отвалилось все, что можно, короче, было. Это было ее последнее. Это было ее последнее издыхание, походу. Или нет? Или да? Или да, это было, это было последнее. Последнее, что она нам показала, это 10 секунд фурмарка после прогрева. Но, тем не менее, прогрев помогает. Возможно, не до конца. Если прогнать ее матцем, определить конкретно битую банку, например, прогреть ее более усердно, возможно, мы добьемся результатов. Но я сейчас не остановлюсь. Я сейчас, конечно, еще поковыряюсь и к вам вернусь с итогами. Так, еще раз. Сейчас попробую запустить с какой-нибудь игрой. Вот я запустился. Ошибок никаких нету. Устройство работает нормально. Шина, кстати, странно, что он пишет PCI. Шина, это, наверное, моя 8-я шина. Ну-ка, КПУ или что там нам надо открыть? Я уже забыл, блин. GPU Z давайте. Ага. GPU Z, актуальная лотерея. Не, смотрите, все 16 линий, все у нас тут. Все четко. Все четко, все классно. Драйвер, все дела. Блин, DDU что ли сделать? Давайте, наверное, DDU сделаем. Это будет
Крайнее, что я буду делать сейчас. DDU удалим все драйверы, переустановим драйвер и посмотрим еще раз. Так, пока там драйвера удаляются, пока что AMD-шные у меня там еще какие-то нашлись на карте. Смотрите, по сенсорам, в принципе, все нормально. Вот, наверное, все-таки проблема у нас какая-то в памяти или связи памяти с процессором. Мощности все вроде верно определяется, температура 41 градус. Не знаю, сейчас если проблема с драйвером не решится, но это точно видеопамять. Так, все. Все тут удалилось у нас практически. Ладно, сейчас приду к вам. Драйвера AMD удалились. Сейчас NVIDIA удаляю, но я нажал удалить и перезагрузить в этот раз. Смотрите, как после удаления драйверов AMD у меня рабочий стол пропал. Осталась только вот картинка от программы. Слава богу, я могу удалить до конца все драйверы и перезапустить эту систему. Очень интересно. Очень интересно. Сейчас я надеюсь, что что-нибудь интересное получится из этого. Так, ну я не знаю, что запустить можно. У меня тут из простецкого, из самого простецкого. Угу. Ну, самое простецкое, наверное, у меня Overcooked. Я переустановил драйвера, вон, видите, видеокарта все определяется. Сейчас попробуем запустить ее. Блин, даже не знаю. Поставлю вас сюда на системный блок. Ну, в конце, конечно, фурмарк включу, если это у нас игра не отвалится. Так, нажмите пробел. Я тут особо играть не умею, у меня детишки играют. Ой, давайте в аркаду выйдем. Но я бы не назвал ее прям 2D игрой, то есть здесь 3D фигурки тоже имеются. Давайте вот это принять. Что нужно делать? Вот все. Ну, короче, 2D игрушка играется. Давайте что-нибудь потяжелее запустим. И потом перейдем к фурмарку. Короче, мы мучиться не будем, так закроем сейчас все. Покинуть все. Так, а где Steam-то у меня опять? Он закрылся. Так, давайте что-нибудь посерьезнее. Давайте. А что, Ведьмака давайте сразу, чего уж. Ведьмак требовательная игрушка. Все как вылетит у нас посреди загрузки, блин. Я как бы вот вам одним кадром, чтобы все было видно. Не знаю, видно там наверху, что 1080 или нет. Но если здесь она вывалится, значит много видеопамяти будет использоваться, и значит что-то все-таки с видеопамятью. Если сейчас она здесь не вывалится, то в фурмарк пойдем. Если она там отвалится, то значит что-то все-таки с системой питания DRMOS у нас все-таки, то есть с драйверами. А если с драйверами проблема, с драйвером питания, то это как бы несложный ремонт, можно будет попробовать заказать. Можно будет попробовать заказать драйвер, но это сейчас что гадать. Я не знаю, как вас поставить, короче, вот. Куда-нибудь сейчас определю вас. Слушайте, Оп, все. Все пропало, все пропало. Значит, это проблема с видеопамятью, типа, в итоге, короче. Потому что при заполнении определенной банки какой-то у нас происходит зависание. И все, и мы, типа, сейчас резко выключимся, чтобы винда в восстановлении провалилась и дала нам запуститься нормально. Потому что иначе будет черный экран тупо. Ну что, давайте перейду к итогу. Короче говоря, ее починить можно. Все не так плохо. Там просто нужен ребол видеопамяти. Скорее всего, какой-то одной или двух банок, потому что, как видите, видеокарта даже запускается и даже пускает нас в 3D игры, но в какой-то момент вылетает. В тесте 3D Mark, Furmark,
Короче, видеокарта не сразу отвалилась, но она дросселями там гремела, потому что фурмарк, сами знаете, он сильно напрягает ГПУ. Ну, соответственно, а это рефаб какой-то, не знаю, что там стоит. Дросселя, короче, там звенят знатно. Вот. А в играх у нас видеопамять конкретно заполняется, и вот происходит вылет. Итог какой? Чинить, еще раз, повторюсь. Короче, чинить можно. Спасибо всем за просмотр. Я заниматься видеопамятью не буду. Конечно, можно было матсом прогнать, прогреть, я говорю еще раз, конкретную банку памяти. И это может чисто теоретически дать результат. Но мне, если честно, заниматься этим не хочется. Я не люблю заморочки, не люблю долгие ремонты. Это не для меня. Долгие сборки. Все люблю максимально просто. Это вот для вашего понимания. Но было хуже. Было хуже. Она вначале же после установки драйверов сильно долго был черный экран. После перезапуска она сразу в черный экран провалилась. Но после прогрева чипов памяти и чипа... Ну, чип, я скажу так, я грел не сильно. Вот чипы памяти прогревать старался пожестче, так скажем, на 400 градусах. Хотя этого может быть и недостаточно. Короче, что-то я заболтался. Очень было приятно видеть ваши комментарии под предыдущим видео со словами поддержки. Я тут уже всерьез задумался о приобретении себе на 23 февраля, к празднику, стабилизатора для съемки видео с телефона. Для того, чтобы хоть как-то улучшить качество картинки, снизить тряску. А то я знаю, что некоторые на это жалуются. Благо, мои заветные подписчики, которые долго со мной на это не жаловались, но все-таки качество картинки и контента надо поднимать. Спасибо всем за просмотр. Удачи и пока.